Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Фронтиры ввели новую механику PowerPlay 2.0. Давайте-ка об этом сегодня поговорим. Начнем с того, что такое PowerPlay 2.0. Это, грубо говоря, война между галактическими державами за главенство в пузыре. Пузырь — это обитаемая часть галактики Млечный Путь, где мы все летаем в основном. Тут насчитывается около 20 тысяч систем. Галактические державы — это вот эти вот ребята, у которых мы еще получали фракционные модули, как призматические щиты от Aisling Duval. Не путать с фракциями и сверхдержавами, это разные вещи. Так в чем суть? Все, что было раньше, забудьте, теперь все по-другому, абсолютно. Даже отображение пузыря на карте галактики теперь другое. Пузырь — это, если вы не знали, зоны галактических держав. Стало выглядеть не то что лучше, но более удобно в плане взаимодействия. Давайте обо всем по порядку. Заходим в правое меню, раздел «Политика», и видим слева список галактических держав и выбираем, к какой хотим присоединиться. Если вы любитель ролплея, то заходим и смотрим информацию о державе, читаем их политику и идеалы и выбираем, что нам больше подходит. После можете посмотреть награды от державы, а награды в виде бонусов у них разные, но тут не подписано, на каком уровне что дается. Зайдите в раздел «Преданность», и вы увидите, что у нас тут целых аж 100 рангов. Сверху написано ваше количество поощрений, которые вы получаете за различные действия. И у всех на 34 ранге будет доступ к фракционному модулю конкретной державы, которую вы выбрали. А это 247 тысяч поощрений на момент релиза. Все может поменяться, если что. Чтобы дойти до 100-го ранга, нужно 783 тысячи поощрений. Капец. Также есть список лидеров державы, где вы получаете различные бонусы, повышаясь в топе. И вот вам список людей без личной жизни и потребностей во сне и туалете за предыдущую неделю. И, судя по всему, рангов больше сотни. Но есть две хорошие новости. Первое. Фракционные модули других держав будут все доступны в одной. То есть вы пошли к Наката Каин, и вы сможете у нее получить фракционный модуль призматические щиты от Aisling Duval на N-ном ранге. Но у Aisling Duval вы эти щиты получите на 34-м ранге, если что. Второе. Ваши поощрения не будут падать раз в неделю в четверг. Раньше было как? У вас 1000 поощрений, из четверга следующей недели это значение падало. В 2 раза в случае с 1000 было бы 500, теперь такого нет. Также вы можете заметить еженедельные задания, после выполнения которых ваши поощрения будут засчитаны в ранг галактической державы. И да, задания будут разные, на разных рангах, со слов разработчиков. Допустим, есть у тебя уже 10 ранг, набрал еще очков, а еженедельное задание не сделал, дальше ты не пойдешь. Поощрения вы получаете за различные действия, и их список огромен, даже исследования планет, экзобиология, майнинг, боевка различных направлений и много чего еще. Но фронтиры до сих пор все фиксят и полируют, так что актуальность цифр в данный момент под вопросом. Что будет через неделю, непонятно. Плюс стабильность серверов, не забываем то, что сейчас элите очень плохо. Поэтому умельцы сделали таблицу, которая будет своевременно обновляться. Таблица показывает, сколько вам будет даваться поощрений за то или иное действие. Ссылочка на мой телеграм-канал с этой таблицей в описании в закрепленном комментарии. Буду своевременно обновлять информацию по самому профитному фарму поощрений в галактической державе. Давайте перейдем к галактической карте, так как там изменения тоже есть. Вкладка «Политика», где у нас представлены 12 сверхдержав и статус систем. Все это фильтры, которые вы можете включить и выключить, для того, чтобы вам было проще ориентироваться. Давайте по поводу состояния систем, потому что у нас местами хромает локализация на русский язык. Незанятые системы — свободные системы, не находящиеся под влиянием какой-либо галактической державы. Экспансия — система, в которую направилась галактическая держава, где другая галактическая держава еще не набрала достаточного влияния для запуска зон конфликтов, ну или либо там вообще никого нету. Оспаривается зона интересов нескольких держав, которые активно конкурируют за распространение собственного влияния. Не забывайте по поводу зон конфликтов космических и наземных. Эксплуатируемая система. Галактическая держава тут еще не имеет высокого влияния в системе. Рядом, в пределах досягаемости, должна находиться система державы со статусом «укреплена» или «база». Укреплена. Система, где галактическая держава прочно основалась и распространяет свое влияние на соседние системы.
Система база получает огромную поддержку и держит под контролем близлежащие эксплуатируемые системы. Также тут находится Stronghold. И еще одна вкладочка — фильтр политических событий. Тут на русском, но в заданиях еженедельных почему-то на английском. Если есть сложности, вот вам подсказочка из моего телеграм-канала. Тут несложно. Stronghold или же носитель база — местный хаб, где все продается как в Шенрарте Дезера. Ну почти все. Что-то вроде авика, окруженный другими кораблями, и куча боевых кораблей галактической державы. Садимся на этот корабль и заходим в раздел «Контакты. Представитель державы». И тут раздолье. Первая вкладка — сдаете то, что привезли. Вторая вкладка — забираете, чтобы отвести в другие системы, грубо говоря, как листовки раньше. Очень грубо говоря. Вот на моем примере. Берем информацию о двигателе, заходим в снаряжение корабля и читаем, что там написано. Это нужно отвести представителю другой державы в подконтрольной им системе. И за это вы получаете поощрение. Гуманитарная помощь Кейн. Это нужно отвести в любую дружественную систему. Лоббитские материалы Кейн. Это нужно отвести в нейтральную систему, но в радиусе зоны влияния, которой они были произведены. Так, что за зона влияния? Заходите на галактическую карту и нажимаете на «Включить стратегический вид» и увидите пузырь зоны влияния. Думаю, тут понятно. Но пунктирными линиями показано направление на ваши системы для их поддержки, а сплошными линиями, куда наша галактическая держава движется дальше. Также во второй вкладке есть еще запрос на ресурсы для шпионажа. Это вам понадобится для заражения сетей наземных поселений через порты данных. Прикольно, кстати. Третья вкладка — набор помощи. В зависимости от вашего ранга вам будут тут сыпать деньги и материалы. Четвертое — сдача ваучеров на награду. И дальше вкладки для сдачи черных ящиков, обломков кораблекрушений, спасательных капсул, личных вещей и поврежденных спасательных капсул. За все это, кроме сдачи ваучера, вы получаете поощрение. Не обязательно все это брать и смотреть в системе с базоносителем. В укрепленных базах и так далее это тоже все есть. Я говорю про представителя державы. Важный момент. База-носители есть только в системах со статусом база, и чтобы еще на отображение карты галактики самой системы, у этого значка был еще один значок справа вверху. И один неприятный момент, который я буду разбирать в отдельных видео. У нас в первой вкладке, где нужно доставить выделенные ресурсы, есть еще сдать ресурсы для державы. Эти штуки, ребята, придется собирать на наземных поселениях. Удачи. Но я это дело разберу отдельно, так что не волнуйтесь, но в другом видео. Я думаю, способ взаимодействия с представителем державы, базами, носителями и так далее ясен и понятен. Что по поводу перехода системы в другое состояние? Тут все просто. Все начинается с того, что система не заселена. И пошло-поехало. Экспансия, эксплуатация, укреплена и база. Если там идет агрессивное выяснение отношений, то оспаривается. Сейчас будет немножко духоты. Доступные механики для систем в PowerPlay 2.0. У нас есть статус нашей системы. И у противника есть точно такая же система с таким же статусом. И для них разные механики. К примеру, система с эксплуатацией ваша и система противника — следующие механики. Система с укреплением ваша и противника. Система база ваша и противника. Ну и, конечно же, система с состоянием оспаривается. И система с экспансией. Механик действительно много, почти что все геймплейные моменты игры. Мы много смотрели на стримы, так что приходите на них, потому что там мы будем продолжать все это дело ковырять. Но у меня не работал как минимум майнинг и все, что связано с исследованием. Фронтиры фиксят и правят обнову и свои сервера, которые периодически шалят. И когда все это будет починено и будет стабильно, со стабильными цифрами, неизвестно, к сожалению. Когда все это дело стабилизируется, я запишу одно гигантское видео с тайм-кодами по поводу того, как делать ту или иную механику для того, чтобы получить поощрение в галактической державе. Но это не прям что завтра будет, потому что фронтиры еще все полируют, фиксят и выравнивают, потому что, грубо говоря, торговлю они вообще прикрыли на время, и исследования тоже. Может, сейчас уже вернули, не знаю. Напоминаю про таблицу, которая будет висеть в моем телеграм-канале, потому что она также будет своевременно обновляться по цифрам.
Надеюсь, все доходчиво и понятно объяснил. Если есть вопросы, пишите в комментарии. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.